А вы знаете, почему сносит крышу? Не, я не про ту крышу, которую вы подумали. Я про крышу дома. Сильный ветер, воздействующий на крышу, приводит к разнице давления воздуха внутри и снаружи здания. И чем сильнее ветер, тем выше разница давления, что приводит к образованию ветрового подъема. Мне всегда было интересно, возможно ли стройка зимой. Ну, конечно же, да, если у вас замкнутый контур и вы работаете внутри объекта. Надеюсь, что я когда-нибудь тоже дойду до такой же стадии, да. Но в моем случае нету ни второго этажа, ни крыши. Остаются только подготовительные работы к строительному сезону, к следующему строительному сезону. Конечно же, можно купить кладочный раствор, который держит отрицательную температуру, но возиться как-то в холодной воде, честно говоря, не очень хочется. Хотя в этом году зима выдалась очень мягкой, что не свойственно нашей географической широте проживания, я все-таки не рискнул разворачивать полномасштабную стройку и занялся подготовительными работами к следующему строительному сезону. Первое, что было в планах, это сделать черновую лестницу, чтобы была возможность с легкостью подниматься на второй этаж. Взял два бруса 100 на 100 длиной 4,5 метра. Это будет тетива лестницы. Задал удобный угол подъема и выставил ее на одинаковую длину относительно стены дома. Через каждые 250 мм по вертикали прикрутил опорные бруски. На них будет опираться ступень. Ширина ступени 200, а высота 50 мм. Готовый вариант. Подниматься по лестнице одно удовольствие. Очень легко и удобно. А вот спускаться, немного стремновато. В следующий раз я бы использовал тетиву лестницы 200 на 50 мм, а не как в моем случае 100 на 100. И угол наклона сделал бы побольше. На широкой тетиве проще задавать нужную высоту подъема. На своем опыте и учимся.
Следующий этап работ – это выпиливание прохода в несущей стене. Получается, из нынешнего окна необходимо будет сделать проход, ну или дверь. Сложность работы заключается в том, что высота окна 1,80 м, а высота планируемого прохода 2,20 м. Естественно, над окном залита бетонная перемычка, которая должна быть удалена. Благо, опыт работ в данной сфере у меня имеется, поэтому погнали смотреть, как у меня получится. По проекту из этого окна необходимо сделать проход в пристройку дома. Напомню, у меня идет реконструкция здания, поэтому и вылезают вот такие странные строительные моменты. Из уже использованных блоков сложил пазл пока что на сухую. В зимнее время года обязательно используйте раствор, который держит отрицательную температуру. Сделал я замеры прохода между основным зданием и пристройкой. Ширина 1 метр, высота 2,20. Как видите, немножечко некрасиво, да, получается. Стропила какую-то часть прохода скрывает. И вот, честно говоря, не знаю, как обойти этот момент. А архитектор советовал вот от этой стены отмерить 800 миллиметров и вот здесь вот уже сооружать проход. Высота также 2,2 метра. Но как ходить, упираясь в стропилину, я не понимаю. Мне кажется, такие ошибки в проектировании не должны быть, тем более мы за это платим деньги. Я немножечко сместил проход вправо, и все равно, да, вот тут у меня идет скос упирания в стропилину. Почему нельзя сместить правее? Потому что, сейчас я проберусь, потому что вот здесь вот у нас уже идет двутавр, он заканчивается вот в этой части, и дальше пойдет вниз лестница, поэтому лестница будет приходить опираться на двутавр, и правее я уже сместить проход, соответственно, не могу, иначе буду просто спрыгивать на эту лестницу, поэтому проход будет вот здесь. Ну вот такая, ребят, история. Не очень мне нравится этот момент. Ну, не знаю, может быть, со временем попробую что-нибудь еще подумать. Эту часть, конечно же, закладываем блоком. И перемычка вот здесь спиливается. Но здесь будет опирание блоками. Эта часть убирается. Это не проблема. В этом благо опыт есть, да. Поэтому, вот такая вот история. Лазером обозначил верхнюю и нижнюю точку кладки. Смочил водой блоки, чтобы при высыхании раствор успел набрать соответствующую прочность. Без смачивания блок высосет всю влагу из раствора и не произойдет должной химической реакции, что очень сильно скажется на качестве кладки.
Ребятки, не забываем ставить лайки и писать комментарии, а также подписываться на канал. Это очень сильно продвигает наше видео. Алгоритмы YouTube сделаны так, что чем больше вы реагируете на данный материал, тем больше идет продвижение вверх. А это очень неплохо развивает канал. Я знаю, что много людей нас смотрят без подписки. Вижу по статистике, а вас около 90%. Не стесняемся, жмякаем там кнопочку. Это даст вам возможность не пропускать наши новые ролики. Вертикальные швы полностью заполняются раствором. Через каждые два ряда соединение с основной стеной происходит за счет двух 6-мм арматур длиной полметра. Как бы мне ни хотелось, последний ряд почти невозможно подогнать перемычки, но в любом случае образуется зазор, который заполнен монтажной пеной. Пока что оставим этот элемент набирать прочность и перейдем к следующему этапу. Дальше прошу всех слабонервных, а также детей убрать от экрана. Следующие кадры будут работы на крыше, высота 8 метров. Это сегодня выдался достаточно спокойный, тихий, солнечный денечек, а на момент съемки видео выпало огромное количество снега, что приводит данные работы к опасным работам. Если хотите дожить до конца строительства своего дома, то все высотные работы выполняйте со страховкой. Скажете: ай, она дорого стоит, ай, не буду в нее вкладываться. А сколько вы потеряете, если упадете с высоты и сломаете себе что-нибудь? Где гарантия, что после падения вы вообще сможете зарабатывать? Поэтому одеваем страховку и с Богом лезем на крышу.
Андулину 8 лет. За это время он превратился в картон. Как видите, я его отрываю легкими плавными движениями. Стоит задуматься, достоин ли это материал для крыши вашего дома. Накрыть им беседку или дровник? Возможно, да. А вот крышу дома, наверное, не стоит. Новая пристройка дома на 1,5 метра выше основного здания и вплотную соприкасается с ним. Будет две отдельные крыши в разных плоскостях, поэтому необходимо немного срезать старую крышу, а именно удалить две стропилы и небольшую часть обрешетки. Сама работа несложная, но так как демонтаж проходит на огромной высоте, то определенная часть тела поджимается от страха. Причем поначалу с непривычки очень страшно, тело немеет, но со временем организм адаптируется, нейронные связи мозга начинают работать быстрее, руки и ноги вспоминают примитивный обезьяний образ жизни, крепко цепляясь за желание жить дальше. Страховочный пояс особо не спасет от падения. Да, он сохранит жизнь, да, не даст разбиться. Но повиснуть на 8-метровой высоте, такое себе развлечение. Да, блядь! Фу. Стропилу не стал скидывать с 8-метровой высоты, она может мне еще пригодиться. Привязал 2 буксировочных троса и аккуратно опустил ее на землю.
Давайте вместе поднимемся на второй этаж и посмотрим, что произошло за мое недельное отсутствие. Я вот подстелил такую вот профилированную мембрану для того, чтобы с крыши, с той части, которую я вскрыл, влага. Я думал, что будет дождь, но, как видите, выпал снег. В принципе, уже даже хорошо. Не вся влага сразу же ушла на первый этаж. Потому что у меня там на первом этаже припрятаны мешки с раствором. Не хотелось бы, чтобы они замокли. Поэтому вот такое вот решение здесь применил. Задача на сегодня убрать вот эту вот крайнюю стропилу. Естественно, придется убрать ригель. Как видите, он неправильно установлен. Он стоит максимально близко к фронтону, что не дает возможности подложить туда утеплитель. Конечно же, когда делаешь первый раз, то не знаешь, да ты не можешь знать всех нюансов, поэтому приходится учиться на своих собственных ошибках. Ну и плюс, сейчас я вам покажу. Плюс откроется доступ до прохода, который мы в дальнейшем будем вырезать. Пока на улице зима, такие работы пойдут даже на пользу. Как минимум можно согреться. Решил я пока что не трогать внутреннюю стропилу. Думаю, правильным будет решением разобрать на данном этапе внешнюю, поскольку она уже не несет никакой нагрузки. Да и плюс я хочу закрыть эту часть так же самым андулином, как и было изначально сделано. Как бы зима продолжается, стройка продолжается, пока я подниму второй этаж и крышу, пройдет слишком много времени. Ширина андулина 855 миллиметров, если я не ошибаюсь. Это как раз если даже накладывать его 10 сантиметров на старый, то это получается вот до сюда. Все равно не доходит до этой стропилы. Так что ее можно убрать. Так что накрою вот по эту часть. Вторую стропилу, также используя тросы, аккуратно опустил на землю. Стало как-то неуютно, не по-домашнему, что ли. Купил 3 листа андулина. Первый лист уже закрепил на свое место. Это временное решение. Накрыл, чтобы дождь и снег не попадал внутрь дома. По проекту крыша будет из металлопрофиля. Как только подниму кладку второго этажа, так сразу же займусь основательно крышей. Импакт, или шуруповерт, смотря вы чем работаете, лучше всего закрепить веревкой или, как в моем случае, на специальный упругий трос, чтобы не уронить инструмент. Если вы думаете, что он не упадет, то он упадет. Андулин креплю специальными кровельными шурупами с прорезиненной шляпой. Готово.
Естественно, в моей ситуации уложить блок так, чтобы не образовалась щель между перемычкой и самим блоком, невозможно. Поэтому заехал на металлобазу и приобрел вот такие вот металлические пластины шириной 3 мм, которые будут установлены в образовавшееся отверстие вот таким вот образом. Если ширины будет недостаточно, то можно совместить две пластины в одну, а это уже 6 мм, и вот таким вот образом она будет сюда установлена. В таком состоянии узел без пластин ни в коем случае оставить нельзя, потому что я буду срезать половину перемычки, левая часть выбросится, а правая часть будет принимать нагрузку верхней части здания. Получилось опереть на две пластины, а излишек срезал. Потом заштукатурится, что защитит металл от влаги. Все готово для увеличения проема. Строго по уровню сделал разметку. Отдел средства индивидуальной защиты и алмазным 230 диском вырезал внутри и снаружи контур проема. А перфоратором выдолбил часть перемычки. Теперь можно смело удалять блоки и увеличивать проем. Это была стропилина, которую я аккуратно спускал на тросах. Ну, как есть. Главное, перемычку не уронить на подошву фундамента. Этого я себе точно не прощу. Стропилу можно докупить, а вот подошва фундамента вряд ли в магазине продается. Подкатил строительные леса и закинул перемычку на них. Ну а дальше все просто. Сабельной пилой допилил внутреннюю часть блока, которую не взяла болгарка, а перфоратором аккуратно сбил лишнее. Шлифовальным диском по бетону выровнял все сколы и неровности.
Ну что, вот такой вот результат у меня получился. Ширина проема 1 метр, высота по проекту планируется 2,20. Сверху будет заливаться новая перемычка. Не планирую сюда устанавливать дверь. Это будет сквозной проход из основного здания в пристройку. Основание пока что оставил в 2 блока. Посмотрим, как это потом можно будет обыграть в чистовой отделке. В любом случае, какая-то часть будет срезаться. Высота пола пристройки, получается, вот идет до сюда. В любом случае будет небольшая ступенька, потому что у меня идет разница по высоте первых этажей. Спасибо, что посмотрели наше видео. Надеюсь, вам понравилось. Далеко не разбегаемся. Впереди новый строительный сезон. В этом году планирую поднять полностью 2-й этаж и сделать крышу. Так что не разбегаемся. Скоро увидимся. Ну а пока. Всем пока-пока.